Всем привет, друзья! Сегодня готовлю чак-чак. На мой взгляд, это одно из самых вкусных восточных медовых лакомств. Чак-чак у нас можно купить уже готовый, разнообразие вкусов с различными добавками. Но для приготовления по-настоящему вкусного чак-чака требуется домашняя атмосфера. Давайте готовьте это блюдо вместе со мной, и вы сами в этом убедитесь. Сначала приготовим тесто. Для теста мне понадобится 4 средних яйца, чайная ложка соли, я использую розовую, 2 столовые ложки сахара, 90 мл коньяка, можно использовать также водку, все перемешала хорошо, и теперь добавляю 500 грамм просеянной муки. Теперь соду нужно будет загасить уксусом. Пол чайной ложки соды и чайная ложка уксуса. Все нужно будет хорошенько перемешать. Замешиваю тесто. Тесто по консистенции должно получиться не липнущим. Тесто вымешивала где-то около 5 минут. Посмотрите, какое оно у нас получилось. Слегка прилипает к перчаткам, но во время расстойки клейковина муки разбухнет и тесто станет намного гуще. Вот теперь в прохладное место отправляем. Накрываем тесто пищевой пленкой в контакт, так чтобы тесто сверху не подсохло. Можно прикрыть также полотенчиком. И все, тесту нужен отдых. Приготовленное тесто готово к работе. Отдыхало где-то оно около 1 часа. В работе с тестом буду использовать кукурузный крахмал. Делю на 2 равные части. Раскатываю в пласт толщиной 2 миллиметра. Раскатанную лепешку присыпаю кукурузным крахмалом. Хорошенько распределяйте крахмал по всей поверхности лепешки. Она должна получиться вот такой вот белой. Теперь нарезаю на полоски шириной приблизительно 5-6 сантиметров. Укладываю полоска на полоску.
И нарезаю теперь тоненькими полосочками, чуть толще, чем на лапшу. Лапшу для чак-чака буду обжаривать в большом количестве растительного масла. Масло разогреваю на умеренной температуре. Вот как только начала раскатывать лапшу, сразу наливаю в сковороду масло и ставлю на разогрев. Готовность масла можно проверить с помощью деревянной палочки. Если вот возле палочки собираются пузырьки, значит масло готово к работе. Еще раз повторюсь, масло разогревайте на умеренной температуре. Посмотрите, вот какое большое количество масла у меня в сковороде. Мне понадобился 1 литр. Забрасываю лапшу. И обжариваю до золотистого цвета. Обжаренную соломку буду укладывать на чистое льняное полотенце. Полотенце впитает в себя вот с соломки лишний жир. Вот такая объемная гора чак-чака у нас получилась. В чак-чак буду добавлять орехи. Я сегодня использую фисташки. Можно также приготовить с грецкими орехами, с арахисом, миндальные. Можно вообще орехи не добавлять. Теперь приготовим сироп. Для сиропа мне понадобится 100 мл холодной воды, щепотка соли, 250 грамм сахара, 100 грамм изюма. Изюм измельчила. 40 грамм топленого сливочного масла. Все это ставлю на плиту, довожу до кипения и провариваю где-то около 1,5 минуты, 1,5-2 минуты. Вот в только что приготовленный сироп добавляю 250 грамм меда. Мед натуральный, хорошего качества. Все хорошо перемешиваю. Должна получиться однородная масса. Сироп готов. И вот теперь его равномерно распределяем по всей поверхности испеченной соломки. Все хорошо перемешиваю.
Чак-чак буду собирать в прозрачной прямоугольной форме. Форму смазываю топленым сливочным маслом. Беру порцию соломки и начинаю хорошенько ее утрамбовывать. Вот так вот плотненько придавливаете. Приготовленному чак-чаку теперь нужно будет дать хорошенько отдохнуть, настояться, охладиться. Отправляю в холодильник приблизительно на 12 часов. Это блюдо я обычно делаю с вечера и потом вот оставляю на всю ночь в холодильнике. Для того, чтобы сверху чак-чак не заветрился, накрываю крышкой. Чак-чак всю ночь простоял в холодильнике, и теперь давайте вместе посмотрим, какой он у нас получился. Десерт хорошо схватился, дошел до нужной кондиции. Сейчас попробуем его вытащить. Вот, посмотрите, как хорошо чак-чак держит форму. Десерт получился ароматным, хрустящим, не сухой, хорошенько пропитался сиропом, сладенький. Если вы любите в меру сладкие десерты, тогда можете добавить поменьше сахара. Не 250 грамм, к примеру, а 200. Приготовить эту восточную сладость дома сможет даже начинающий кулинар, если следовать рецепту и правильно подготовить продукты. А приготовив, вы сразу поймете, что такое лакомство всегда лучше покупного. С позитивным настроем, с теплом домашнего очага и хорошими продуктами этот десерт нельзя испортить. Он всегда получится. Поэтому непременно готовьте. На сегодня все. Всем пока и до следующих встреч в новом видео.